Добро пожаловать в самый подробный курс Unreal Engine. Этот курс является отличным введением в тему блюпринтов Unreal Engine. Я постараюсь соблюсти очень чистую и последовательную структуру видео. Это значит, что сначала мы пройдем самые необходимые основы, а затем перейдем к более продвинутым вещам. Если вы новичок и только знакомитесь с темой блюпринтов, данная серия видео идеально для вас подойдет. Весь материал поделен на главы, сложность которых становится все выше и выше. Разумеется, вам не нужно смотреть все уроки по порядку, но я настоятельно рекомендую это сделать, особенно если вы новичок. Я начну уроки с основ и вообще расскажу вам, что такое блюпринты, расскажу про порядок исполнения блюпринтов, а также практически обо всех нодах и выделю самые полезные из них. Мы увидим, как блюпринт структурирован и как в целом работает редактор блюпринтов. Во второй главе мы изучим переменные и рассмотрим самые популярные типы переменных, а также используем геттеры и сеттеры. В следующей главе мы изучим массивы. Массивы — это сочетание объектов одного типа. Мы на практике посмотрим, как создаются массивы, для чего их можно использовать и как получить к ним доступ. Дальше поговорим про такую вещь, как флоу-контроллеры. Это ноды, которые меняют течение исполнения других нодов. Далее ивенты, функции и макросы. Я расскажу, как их можно создать и покажу на примерах, как их можно использовать. Затем мы перейдем к такой небольшой теме, как нумераторы. Нумераторы — это способ создать список объектов. Я покажу, что это такое и для чего их можно использовать. После этого перейдем к более теоретической главе, посвященной классам. Здесь мы поговорим о самых используемых классах. Также очень подробно разберем такой вид класса, как актор. Научимся его создавать и разрушать, и как в целом с ним взаимодействовать. Также мы затронем коммуникацию между блюпринтов. Следующая глава посвящается созданию игрока. Впоследствии изучения главы мы создадим логику для персонажа. Далее мы перейдем к главе, посвященной управлению временем. Обсудим такую вещь, как FPS или кадры в секунду, а также что такое тик. В процессе поймем, как создавать анимацию. Следующая глава посвящена управлению пространством. Разберем такие вещи, как векторы, координаты, нормали, векторы вращения, форвард-векторы и тому подобное. После этого мы займемся управлением цветом. Эта глава посвящается материалам. Далее разберем управление интерфейсом, поймем, как создавать кнопки, меню и паузы и так далее. Затем мы закрепим изученный материал на практике. Я дам вам несколько заданий для создания собственного проекта, в котором вы сможете использовать полученные знания. И вообще, не ждите, что уроки вам дадут все необходимые знания, ибо истинное понимание всех процессов происходит с практикой. Больше практикуйтесь, экспериментируйте, старайтесь создать собственные проекты и применяйте разные способы использования блюпринтов. Я благодарю вас за то, что вы решили ознакомиться с данной серией видеоуроков. Я искренне надеюсь на то, что они будут вам полезны. Ну что, начнем?